Всем привет, ребятки! Привет! Вы на канале Своим ходом, с вами как обычно солнечный зончик Виталик. Мы продолжаем свой сезон Сейшельских островов. И сегодня отправляемся на райский остров, который называется Курьос. Покажем вам его вдоль поперек, полетаем на квадрокоптере и вообще покажем, что такое настоящие Сейшелы. Погнали! Добыча кокоса. Так, ребята, мы снова находимся в лагуне для подписчиков. Это ваше сокровенное место. И здесь, в этой лагуне, мы в каждом выпуске Сейшелов пишем имена самых активных подписчиков, которые пишут очень много комментариев. Сейчас напишем следующий никнейм. Он очень сложный, поэтому я писать буду с телефона. Джу. Здесь 4 типа Джули. Джули. Типа Юлик. Джульчик. А, Джульчик. Джульчик 1987. Это типа имя. Малютина. Так что вот так вот, Джульчик. Большое спасибо тебе за активность. Продолжай в том же духе, нам очень приятно. Вы тоже, ребята, пишите обязательно комментарии. И мы ваши ники обязательно напишем в этой бухте для подписчиков. А начинается наша экскурсия на острове Пролин, на пляже Ансвалберт. Его еще называют Кот-де-Ор, такое красивое название. И мы сюда приехали на байке, потому что трансфер не включен. Мы вообще в предвкушении этой экскурсии, потому что находимся здесь уже, грубо говоря, полмесяца. И это первая экскурсия, на которую мы едем. И причем не так дорого, да, для Сейшел. Всего $50. Лодка, кстати говоря, не как в Таиланде, кто привык, да, на экскурсии кататься. Лодка очень маленькая, и все лодки, которые здесь стоят, есть даже еще меньше. Вот какие колоритные чуваки нас встречают здесь. Вот наш босс. Вот мы только сейчас отплыли с ребятами на лодке, и, знаете, реально очень сильно отличается от экскурсий, которые обычно в странах Азии происходят. И цвет воды, и сама природа совсем все по-другому. Поэтому, если вы устали от Азии, ребята, обязательно сюда приезжайте. Прям вот глоток свежего воздуха. Мы плыли всего 15 минут. Смотрите, вон там находится наш остров Пролин. Здесь такая нереально чистая вода. Высаживаемся, проходим через воду и попадаем в белоснежный рай. Остров Курьос, такое название. Мне вот больше всего, знаешь, что нравится? Вот эти камни, да. Нереально красиво. На все острова, куда вы на Сейшелы приезжаете, неважно, любой остров, у него всегда будут камни. И камни эти разных видов. Здесь, например, камни есть такие острые, а где-то они гладкие. А еще очень бросается в глаза, когда вы приезжаете на какие-то острова, на экскурсии. Вот это наша первая экскурсия, смотрите. Туристов вообще нет. То есть, вот если явно отличие от Таиланда, когда вы приезжаете на любой остров, там, не знаю, Семиланские острова, любой остров, там, Рача, там все завалено туристами. Здесь вы приезжаете, вы реально отдыхаете. Помните, когда мы были на острове Мэй, там камни такие, они более гладкие. Здесь тоже камни гладкие, но они такие причудливых форм, острые. Здесь очень классные фотки получаются, невероятно. Вообще ни в одной стране мира нет такого огромного количества разнообразия вот таких камней прямо на пляже. Представьте, что вот это просто пляж, и в конце нет камней, и здесь тоже нет камней, и пляж сразу становится каким-то обычным. А эти камни, они придают изюминку. И на каждом пляже в Сейшел, вообще почти везде, есть разнообразные эти камни. А еще очень клево, что, смотрите, когда вы, например, находитесь в том же самом Таиланде, где на острове Пипидон, и хотите сделать классную фотку, чтобы, знаете, вы были там, хотя бы вот вы и максимум человек 5. Вы там это не сделаете, потому что там будете вы и минимум человек 100. Здесь же вы приходите, и все, вот очередь, смотрите, 2 человека уходят, и все камни в вашем распоряжении. Вы делаете, что хотите, фоткаетесь, купаетесь. Можно вот сюда прогуляться, смотрите, выходим. Просто какая-то сказка райская. Вау. И здесь открываются офигенские виды. Все очень просто, ребята. Мы приехали на остров Курьос, и у нас здесь времени до часу дня. Вы только представьте, целых 4 часа мы можем делать, что хотим. Там находится вольер с гигантскими черепахами. Их здесь живет около 200 штук. Можно пройти на другую сторону острова. И в час дня у нас как раз-таки на другой стороне острова, около домика врача, попозже вам расскажу историю, у нас там будет барбекю. Посмотрите, кто это у нас здесь, кто это здесь у нас. Так это же огромные большие черепахи, которые живут на этом острове. Такая пусечка. Мне нравится, когда шейку гладят, да? Ой, куда ты встаешь? Кто это уже такой массаж черепахи? Четко, да? Ой, она прям мурчит. Очень нравится, приятно. Какая огромная, ребята, посмотрите, как по сравнению со мной. Она просто огромная, такой панцирь.
И этих черепашек здесь целых раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7 штук. Какие 7? Целых 200 или 300 черепах здесь живет. Опа! Тащила яблочко. А это тебе вкусняшка. На, держи, яблочко съешь. О. Сейчас гуляем просто по дну. Нам реально вот по щиколотку. Посмотрите, очень мелко. Потому что сейчас отлив. А если был бы прилив, мы бы сейчас искупались. Но с другой стороны, кайфово тоже так погулять. Смотрите, какая бирюзовая водичка. Белый песочек. Итак, ребят, сейчас проверим глубину в Сейшельском океане. Ой, что здесь в редлизоне не глубоко, нифига. В общем, этот пляж вот для такого релакса. Просто лежите такие и кайфуете. Здесь такие тропинки сделаны. Кстати, этот остров, это национальный парк. Здесь нет ни одного отеля, здесь нельзя ночевать. Все только привозят на день, потом обратно увозят на остров. Проходим через заросли мангрового леса. Сейчас, видите, отлив. И воды здесь нет. Сделан такой вот мостик классный. Идешь, гуляешь по лесу. Я столько ракушек в жизни еще не видел. Реально, ребят, смотрите. Все вот это ракушки. Прикиньте, сколько здесь обитает их. Есть ракушка, которая называется конус. Если вы к ней поплывете, она на вас посмотрит и увидит вас врага. Она вас просто такой молниеносной стрелой пустит яд, и вы умрете буквально там через минуту. Какой здоровый краб, ребята, смотрите, охренеть. Просто монстр. И пополз себе в нору, здоровяк такой. О, и прямо рядом с крабом, смотрите, огромная черепаха. В общем, черепахи есть везде, как Лиза уже сказала, здесь их больше 200 штук. Они могут и здесь быть, могут где-то там быть. В общем, везде можно найти этих огромных черепах. Опа, вот он, что Лиза сняла, смотрите. Как краб ползает к себе в дырку. Опа, опа, опа. И спрятался. Да, у него скорость. Еще мощный бам-бам-бам. Все, попался? Что, он думает нападать теперь? Свои глаза у него странные. Сейчас как прыгнет. Короче, нам вообще не сидится с Лизой на пляжах. Нас все время куда-то тащит наша 5-я точка навстречу приключениям. Мы поднимаемся уже куда-то на вершину острова. Вообще, когда путешествуете вот по Сейшельским островам, сразу вспоминается фильм «Пираты Карибского моря». Опа-на! Мы нашли пляж, ребята. Вот он. Смотрите, как красота. Бирюзовая, чистейшая вода. Какие краски яркие. Капец, ребята, мы, короче, пробираемся к пляжу. И в конце дорожки этой дороги вообще нет. Ее тупо нет. Она заросла настолько, что ее вообще не видно. Смотрите. Вот камеру поворачиваешь, нет дороги. Просто пробираешься, своим телом проламываешь кусты, пробираешься к пляжу. Наверное, он настолько дикий и красивый, что мы сейчас вместе с вами офигеем вообще от красотища. Даже очки все спотели. Вот это местечко. И вон там пляж, нам что нужно туда пройти, чтобы покупаться. У нас на карте здесь написана дорожка, нарисована, что здесь нужно пройти как-то. А дороги-то и нет. А, вот сюда, походу, вот он, нашли вход. Если вы не видите дороги, это не значит, что ее нет. Мы ее нашли. Смотрите, весь камень просто улеплен крабиками. Вот они убегают от меня. Вау, уносим ноги, уносим ноги. У-ху. Вот это Сейшелы. Настоящие, нетронутые. И сюда добираются только самые смельчаки на этот пляж. Потрясающе, ребята. Такая вода, хочется прямо сейчас туда занырнуть. Что мы сейчас и сделаем. Красотища вообще. Здесь так клево уложены камни на пляже, смотрите. То есть нет шезлонгов, но есть камни. Если у вас много вещей, как у нас, на камушек кладете, все удобно, не промокнет. Сейчас добежим до конца пляжа. Вот это я вообще обожаю, когда дикие пляжи, никого нет. Ну и ты почти один. Не один, но все равно. Очень классная атмосфера здесь такая. Реально атмосфера баунти, райское наслаждение. Такие ванночки, здесь ванна, там ванна. Все это в окружении гигантских камней. Классно, да, Лизон? Вообще суперски. Четко, посмотрите только на это. Лизончик в раю. Даже не знаю, какую ванну выбрать. Вот эту выбрать ванну, такую лагуну маленькую. Или вот эту. Вам какая нравится больше, ребят, напишите в комментариях. Вот первая ванна для купания, да? А вот вторая ванна для купания. Смотрите, кого Лиза нашла. Вот он какой красавчик. Ты впиваешься мне прямо в ноги. Ты что творишь-то? Говорю. У него прям иголки там. Ну, согласитесь, но пляжи на Мае гораздо лучше, да, для купания. Ну да. Здесь как-то вот красиво, но что-то не то. Что-то здесь не хватает. Сейчас мы с вами посмотрим, что здесь есть под водой. И прямо на этом пляже, ребят, прикиньте, растут кокосы, и никого вообще нет. Сейчас мы один скоммуниздим быстренько.
Кокосик. Добыча кокоса. Ну хватит придуриваться, нормально сделай, пока он тебе в голову не... Трехочковый. Вот. Давай, порви его. Тебе главное не пукнуть. Так, первый этап сделан. Внутри маленький кокосик, смотрите. Блин, прям молоко, ребята. Охренеть! Смотри, сколько здесь кокоса. О, Просто мощный, это реально баунти. вау. Просто баунти, смотри. Невкусный, что ли? Смотрите, он реально как огромный просто стол такого молока. А вот эта штука вкусная. Так, теперь моя очередь пробовать. Райское наслаждение. Ну такой странненький, вкусный. Смотрите, фокус. Оп, получается такая штука. Вот это реально огонь. Настолько вкусно. Просто сладкое. Ну, Вот это вкусняшка, да? Так что, ребята, если вы приехали на Сейшелы и собрались отдыхать бюджетно, питайтесь кокосами, реально. Очень сытно. Ну и теперь давайте посмотрим на пляж с высоты птичьего полета, как обычно, по традиции. Аппарат взлета готов. Сейчас вам, ребят, покажу мастерская посадка квадрокоптера. Ай, слушай, всем спасибо за внимание. Все, нам нужно идти срочно кушать уже. Да, и не просто кушать, а на другую сторону острова, до которой 2,5 километра. Кстати говоря, ребята рассказывали, что здесь на Сейшелах раньше пиратов очень много было. И здесь очень много кладов спрятано. И две семьи сейшельские нашли клад и стали очень богатыми. Со времен пиратов где-нибудь стопудово зарыто сокровище. Просто мы о них не знаем. Даже не хочется туда уходить. Такая вода невероятная. Подъемчик такой, ух. Спортивный. Такой, смотрите, вот здесь прикид. Четкий. Джангл. Джангл, секси прикид. А теперь немного истории, друзья. В 1771 году, когда сюда на остров прибыли моряки, им понравилась почва на этом острове. Они такие думают, нифига такая классная почва. И они взяли и сожгли весь остров. То есть подожгли все растения полностью, весь остров сгорел. Они решили, что эта почва будет очень пригодна для выращивания пальм, которых мы вам уже показывали. Коко-де-мер, где растут орехи. Коко-де-мер. Выпуск вы уже смотрели наверняка. Такие женские плоды и мужские плоды. В виде женской плодки и мужского. Ух. И в итоге они обломались. Ну как обломались? Здесь кокосики растут, но не очень много. Но тем не менее, они уничтожили всю растительность. И только вот сейчас она более-менее восстановилась. Остров снова стал зеленым. А с 1833 года по 1965, то есть больше 100 лет, это был остров для прокаженных. Сюда ссылали всех больных, и именно поэтому здесь остался домик доктора. И именно рядом с этим домиком доктора мы будем делать барбекю сейчас, которая входит в стоимость нашей экскурсии за 50 евро с человека. И, собственно, остров Пролин, правильно говорить Пролин, а пишется Прослин. И вот этот остров Курьез, на который мы приехали с острова Пролин, являются единственными островами в мире, на которых растет вот эта пальма
с орехами Коко де Мер. Она находится под охраной ЮНЕСКО. В общем, полный букет вообще защиты здесь. А дорога-то на обед, смотрите, как красиво. Прямо вот идешь, аппетит разгуливается сразу же. Какой-то парк юрского периода. И горы свисающие. Итак, мы, наверное, будем смотреть, стрелочка. Как вот, знаете, квест играем сейчас, реально. Как вот компьютерная игра про приключения в поисках доктора. А вот так домик доктора выглядит снаружи. Прямо на пляже, прикиньте. Слушай, ну походу мы с тобой не зря сюда шли. Ребята, на связи все так же остров Курьос. И мы выходим на следующий пляж. Просмотрите, как красота. Наши ребята, вот, которые с нами на экскурсии, они все лежат на песочке, ждут уже барбекю. Это очень красиво. Ай, ребят, в воде кто-то жалится, я не шучу. Не знаю, кто там кого жарит. Мне очень клево, очень нравится. О, Водичка классно. нереально теплая, как в раю. Там вон ребята более богаче, чем мы. Раз в 200. Приехали на своем собственном катамаране. Ну, в смысле, арендовали его. Катаются, а мы вот взяли экскурсию за 50 евро и не жалуемся. И у них такой барбекю, смотрите, тоже прям на лодке готовят. Да ладно, смотрите, реально, видите, вот два чувака, которые прям по центру. Это две барбекюшницы. По-любому сейчас сделают какое-то мясо, они будут есть. А мы ждем своей очереди. Не, ну реально клевый остров, прикольно здесь приехать, поплавать, смотрите, как красиво. Ну да, но мне тут пляж тоже понравился. Он такой, там такая лагунка классная, и вода намного чище, кстати говоря. Мне больше всего нравится, что вы когда купаетесь, вам никто не мешает. Вот смотрите, вот пляж, просто крутим камеру, смотрите. Вы видите кого-нибудь еще купающегося здесь? Никого, только Потому мы. что все нормальные люди уже накупались, а мы где-то были. Да, мы бегали по острову, все снимали. В общем, здесь так вот подходите, смотрите, аккуратненько, и вам все дело накладывают. The last one, chicken leg, finish. You give space once you finish. Кресточек, видите, курица, рыба и еще вон там овощной рагу закидывают. Лизончик там решила прятаться в теньке, вот я еще наслажусь этим моментом, потому что это реально незабываемо. Смотрите, просто вот такая бирюзовая прозрачная лагуна. Так круто поплавать здесь. Все-таки на первое место я все равно ставлю остров Бали, потому что это мой любимый остров. Его пока что никто не приплюнул, потому что там, ну там прикольно. Вот наша лодка, сейчас на маленькой лодочке, всех постепенно туда доставляют, и мы отправляемся на снорклинг. Мы только что поняли, что сюда лучше брать не экскурсию, а просто берите лодку, и прям вот лодка стоит 25 евро, и приезжайте сюда на весь день, потому что, грубо говоря, экскурсия, что это было? Ну, вот нас вывезут на снорклинг, да, если вам снорклинг нужен, конечно, вас вот сейчас нас Мы сейчас вам скажем, стоит ли снорклинг Да, того сейчас мы вам просто. покажем. Еще вот хочу сказать вам про цвет воды, потому что вот на Сейшелах, что мне нравится, что вообще любой остров абсолютно, любой пляж, везде вот такой цвет воды. Как в Таиланде Семиланские острова, вот то же самое есть, как огромные-огромные Семиланы. Только зацените, куда мы приехали. Это вообще невероятный остров. Смотрите, какие камни красивые. Такой маленький райский островок. Вода вообще фантастически прозрачная. Остров называется Сен-Пьер, и это обои с рабочего стола. Это вообще нереально. Я даже не могу вам Ребята, передать состав- просто. Именно этот остров изображен на многих открытках Сейшел. Его используют в рекламе и так далее. Вот когда показывают Сейшел, используют именно этот маленький островок. Я сейчас, знаете, просто вспоминаю Таиланд, когда вот приезжаешь на какой-то остров, и вокруг этого острова или пляжа где-то 20-30 лодок, на каждой лодке по 30 человек. Понимаете, сколько людей? А здесь приезжаешь, реально красивейшее место, и лодок, ну максимум здесь 5 лодочек, очень мало людей, то есть снорклить, но это не мешает. В общем, пойдемте под воду.
В общем, очень классное место. Мы наснорклились, накупались. Очень красивый, потому что сам остров, он сказочно красивый, реально. Очень классно смотрится. Вот недаром он находится на всех фотографиях, на всех открытках. Но единственное, то, что все кораллы разломанные. Рыбок очень много, но вот кораллов нет. А так, в принципе, очень клево. Очень красиво, много рыб, но так жалко кораллы. Просто как будто здесь бомбежка была. Знаете, такие камни большие валяются. Кораллы все разломаны. Все. Они не то, что кораллы разломанные. Все кораллы умершие. Очень жаль. Мы обратно вернулись на остров Пралин. Птица, понимаете, птица прям в небе врезалась почти в мой квадрокоптер. Причем он сработал, у него система же есть, когда едешь, и когда до препятствия там сколько-то 2 метра или меньше, он начинает хоп, и резко останавливается. И птица просто пролетает перед экраном, и коптер резко останавливается. Я еще пересрался, капец. Я все-таки долетел. Причем этот остров, на котором мы только что сноркали, последний, мы приехали уже сюда, на Пралин, и до этого острова отсюда 1,5 километра, 200 метров. Я отсюда долетел туда, и пока долетел, птица меня атаковала. Вообще капец, я перепугался просто. Так что такая вот экскурсия получилась, ребятки. Ставьте лайкосик, жирненький, заезжайте, подписывайтесь на канал, если нравится. Пишите комментарии обязательно. Еще будет много выпусков с Сейшельских островов. Я думаю, вам понравится. А мы с вами прощаемся, Ализон. Целую вас всех. Давайте, ребятки, увидимся в следующем выпуске. Пока-пока.